Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова-Бартей, я психолог, магистр психологии и ментального здоровья, кандидат биологических наук. И вы на моем канале, хотелось еще добавить доцент, это не важно. И вы на моем канале, где я рассказываю о расстройствах пищевого поведения. Сегодня вторая часть видео, посвященная гореванию. Это такой своеобразный гид по гореванию. В прошлый раз, вот я сейчас даю ссылку на это видео, в прошлый раз я говорила о первых двух, ну, на самом деле 3 стадиях горевания. Это шок, отрицание и гнев. Сегодня продолжу, будем говорить о торге, о депрессии, принятии и новом начале. Я надеюсь, что вы уже начали, если вы считаете, что вам нужно горевать, что вам есть о чем горевать, я надеюсь, что вы уже начали этот процесс, и вот с этого видео вы сможете продолжать. Вводная часть, вся, что я рассказываю про горевание в предыдущем видео, в первой части, пожалуйста, посмотрите. Здесь я только напомню вам, что горевание – это процесс очень сложный и процесс длительный. На каждую стадию, на каждый этап нужно заложить минимум неделю, а лучше 2. А вообще это может длиться 2 месяца. Каждая стадия должна как бы иссякнуть сама собой, она должна завершиться. Вы должны почувствовать, что вы уже как бы все, с этим разобрались. Поэтому, когда вы заходите на стадию, на какую-то, я вас прошу целую неделю думать только об этом, не блуждать мыслями, отложить все остальное в сторону и думать только об этом, для того, чтобы процессы, чтобы все ваши вытесненные переживания, а я думаю, что большинство людей, которые будут смотреть мое видео, будут находиться либо в отложенном горевании, либо в восстановленном горевании. То есть это какие-то травмы, которые произошли уже какое-то время назад, то есть не острые. Все, что острое горевание, это несчастья, которые произошли с вами буквально вот неделю назад, месяц назад. Если такие и есть люди, то вы тоже, для вас это тоже важный процесс пройти через горевание. Но если вы человек, с которым несчастье или что-то плохое, по-настоящему плохое, разочаровывающее, какое-то разрушение общечеловеческих мифов произошло давно, значит, вам нужно будет время на то, чтобы чувства распаковались, как мы психологи говорим. То есть они сейчас находятся где-то в вытесненном, и они удерживаются психологическими защитами, чтобы эти психологические защиты сначала начали колебаться, а потом постепенно ушли, нужно время. Поэтому минимум неделю, пожалуйста, думайте о том, о чем я буду говорить, а лучше заложите на это больше времени. Про общечеловеческие мифы совершенно точно, абсолютно точно с гореванием связаны вещи, которые разрушают наши мифы общечеловеческие. Это 3 основных мифа. Миф о собственном бессмертии, когда мы сталкиваемся с так называемой экспозицией смерти, когда мы очень сильно пугаемся за свою жизнь или за жизнь наших близких. Это считается экспозицией смерти, разрушается миф. 4 мифа. Миф о справедливости мира, то есть практически каждая тяжелая психологическая травма разрушает этот миф о справедливости мира, о том, что воздается за хорошие поступки. Миф о том, что добро побеждает зло, и что зло будет наказано. Вот это все, когда мы проходим через травмы, особенно связанные с насилием, вот этот миф, конечно, начинает сильно колебаться или разрушаться. 3 миф – это миф о собственной непогрешимости. Это когда мы сами делаем что-то плохое, что-то, что нарушает нашу собственную систему ценностей, и мы от этого тоже страдаем. И нам это тоже нужно потом как-то принять, что мы не такие, как мы сами надеялись, как мы думали о себе. И 4 миф – это миф о непогрешимости родителя. Опять же, когда наши родители совершают зло по отношению к нам, то это нарушает миф о непогрешимости родителя. Мы должны верить в то, что родители любят нас, действуют в наших интересах, защищают нас, что мы для них важны, значимы. И вот это мой родитель любит меня во что бы то ни стало, и что бы ни произошло, это такая прям фундаментальная вещь, в которую нам надо верить.
Если один из этих мифов был нарушен каким-то событием или серией событий, это уже точно повод для горевания. Вот. Еще раз напоминаю, что про шок, про отрицание и про гнев я рассказала в предыдущей части, а следующий этап горевания – это торг. Торг – это очень интересный этап. На торге часто происходит застревание, и более того, наше общество, социум поддерживает торг. Это когда вы должны сами с собой договориться о том, что не так уж плохо и было. Ну плохо, конечно, но в конце концов зато я вырос человеком, все равно меня любили как умели, все равно у меня нет другого родителя. Там, в конце концов, я сама была во многом не права и так далее, и так далее. Социум поддерживает остановку застревания, горевания на стадии торга, когда нам это говорят. То есть, когда мы в стадии гнева находимся, нам часто говорят: ну, в конце концов, у тебя нет других родителей, ну, в конце концов, может, и ты не всегда вел себя идеально, ну, в конце концов, может, ты могла этого не допустить как-то. И так далее. То есть в стадии торга мы пытаемся вот с этой реальностью или с высшими силами договориться, то есть минимизировать нанесенный нам ущерб. Ущерб был нанесен, мы это понимаем, что он был нам нанесен или будет нам нанесен. Иногда мы горюем заранее, иногда мы понимаем, что что-то произойдет, и что-то очень плохое, и мы уже горюем заранее от того, что мы знаем, что это произойдет. И торг – это такой способ договориться с реальностью, чтобы либо избежать того, что произойдет, либо минимизировать ущерб. Вот минимизация ущерба – это тоже психологическая защита. На стадии торга это то, чем мы занимаемся. Мы пытаемся минимизировать ущерб. И как-то так придумать, что я такое могу сделать или сказать, или как-то так поступить, чтобы в итоге получилось не так больно. Очень много нам говорят, вот, инстаграмная психология, вся эта псевдопсихология, вся эта инфобизовская психология говорит нам о том, что очень многое зависит от нас. Вот если ты делаешь раз, два, три, четыре, то мир в ответ делает 5, 6, 7, 8. И главное, правильно и вовремя, и с нужным настроем сделать эти раз, два, три, четыре. Вот это торг. Это торг в чистом виде, потому что принятие невозможно без того, чтобы принять правду, принять собственное бессилие, принять невозможность что-то изменить, принять невозможность повлиять на обстоятельства. Торг. На стадии торга мы пытаемся сами себя убедить, что нет, что контроль принадлежит нам, что мы можем влиять на обстоятельства. И это, конечно, если мы говорим про горевание, это, конечно, не так, это самообман. Так вот, на стадии торга мы занимаемся самообманом. Что важно на стадии торга? Я говорила о том, что каждая стадия, размышления начинаются с одной фразы какой-то, да. И на стадии торга правильная фраза должна начинаться с «я признаю, что». Я признаю, что меня не любили. Я признаю, что со мной это произошло. То есть это такая противоположность торгу. Торг – это когда меня же любили, тем не менее. Нет, я признаю, что меня не любили. Я же сама виновата. Нет, я признаю, что я ни в чем не виновата. И то, что произошло со мной, крайне несправедливо. Но я же могла как-то на это повлиять. Нет, я признаю, что я не могла на это повлиять, потому что я слабее, потому что я была ребенком, потому что я не понимала, потому что я была не готова. Я признаю, что... И вот на стадии торга очень важно признать, первое, что торг является естественным, нормальной частью процесса. Когда вы ловите себя на этих мыслях, когда вы начинаете торговаться у себя в голове, вы должны признать, что это часть процесса, что это не вы делаете что-то не так, что вы зашли в стадию торга. И сейчас вы будете с собой договариваться, и сейчас вы будете искать способ себя обмануть для того, чтобы вот эта моя
ложная реальность, в которой меня все-таки любили и в которой не так уж оно и страшно было, чтобы эту ложную реальность сохранить и не заходить в стадию депрессии, в самую болезненную стадию. То есть понять, что торг является частью процесса, признать точнее. Признать, что вы пытаетесь обмануть себя, сказать себе: я признаю, что я пытаюсь обмануть себя. Я признаю, что я пытаюсь с собой договориться. Я признаю, что я пытаюсь сохранить картину мира, в которой не так, как на отрицании, где я говорю, что этого вообще не было. Это вообще было, точнее, если и было что-то, то это было не то, чем это кажется. То есть если меня и били, то это не было избиение маленького беззащитного ребенка, это был воспитательный процесс. Вот в чем разница. То есть на стадии отрицания вы говорите: этого не было, или это было не то, что вы можете подумать, чем это кажется. А на стадии торга мы как бы уже не можем отрицать, что это было, но мы как бы пытаемся сказать: ну, в конце концов, ну, не палкой же меня били. Ну, как бы не убили же, в детский дом же не сдали, в конце концов, на улицу же не выгнали, голодом же не заморили, ну, как бы все-таки какие-то функции родители выполняли, ну, значит, любили, ну, как бы как-то там. Вот. Признать, что в том, чтобы обманывать себя, нет смысла. Перед этим надо выписать все свои мысли, вот эти касающиеся торга, что все-таки меня любили, несмотря ни на что, как посмотреть, в конце концов. Вот это все выписываете прямо в столбик, смотрите на это все и признаете в том, что в этом нет смысла. Это выдумки, это ваши выдумки, которые вы сами придумали для того, чтобы вам было не так больно. Признать, что во всех этих мыслях нет смысла на самом деле. Вот это очень важный этап, потому что на стадии торга самая главная наша как бы задача – это признать правду. Признать правду о том, что произошло, признать реальность, признать, что это так. Обязательно, конечно же, очень важно на каждой стадии говорить с кем-то. Вам важно с кем-то говорить, вам важно с кем-то это обсуждать. И обсуждать это надо с тем, кто будет помогать вам поддерживать правду, с кем-то, кто поддерживает правду, кто не будет вот этого всего говорить вам, типа, ну, знаешь, у тебя вот в конце концов они твои родители. В конце концов, в детский дом тебя не сдали. Будь благодарен. Вот с кем-то, кто не будет это поддерживать, с кем-то, кто будет называть зло злом, злодея злодеем, жестокость жестокостью и так далее. И очень важно еще, очень важная, то есть одна задача наша для стадии торга – это признать правду. Вторая важная задача для стадии торга – это снять с себя ответственность. Потому что мы все время пытаемся эту ответственность на себя возложить. Как я сказала в первой части, вот это такой вид психологической защиты. Мы пытаемся убедить себя в том, что что-то зависело от нас, потому что нам ужас как тяжело быть беззащитной жертвой. Это очень опасно быть беззащитной жертвой. Это очень опасно находиться в чьей-то власти. Это прямо про жизнь и смерть. Когда как будто у нас была какая-то роль в происходящем, то мы как будто не беззащитная жертва. Иногда нам менее опасно. Мы как будто можем на что-то влиять и повлиять на что-то в будущем. Вот очень важно на стадии торга снять с себя эту фальшивую ответственность и отдать ее злодею, миру, тому, что жизнь так устроена, там, я не знаю, кому угодно. Но снять ее с себя, потому что если вы жертва, или если вы о чем-то горюете, если вы потеряли близкого, например, то у вас ответственности нет. Если у вас есть какая-то ответственность, посмотрите, еще раз говорю, посмотрите, пожалуйста, мой подкаст о вине. Если вы в чем-то виноваты и вы горюете об этом, то я там рассказываю, что делать. Вы можете компенсировать ущерб, либо горевать, признавая, что да, вот тут есть моя вина, а вот тут нет моей вины. То есть это вот тоже очень важно, признавать правду. Если над вами совершено насилие, то очень четко обозначить злодея, очень четко обозначить насилие. Если это действительно ваша вина, если злодей и насильник вы, то у вас другой алгоритм действия.
Да, тогда разрушается миф о собственной непогрешимости, и вам с этим тоже надо работать. Но если это не фальшивая вина, потому что в горевании очень часто очень много фальшивой вины. Я виню себя в том, что это со мной произошло. Я виню себя в том, что я как-то это не предотвратила. Я виню себя в том, что я допустила это, не защитила себя, не спасла себя или другого и так далее. Очень важно снять с себя эту фальшивую вину. Вот. Стадия депрессии. Если вы чувствуете, что вы уже как бы все, вы перестали торговаться, вы признали правду, вы переходите в стадию депрессии. Это самая тяжелая стадия, самая длительная часто. Она может занимать до полугода. Ну ладно, нет, я наврала. Считается, что полгода это нормальный период на все горевание. Но она прям может занимать месяцы. Стадия депрессии. В этот момент человек объективно, он подавлен, он расстроен, он в своих мыслях, он грустит, он плачет. Это стадия депрессии. Правильная фраза для стадии депрессии – это «мне больно, что то-то и то-то». Мне больно. Вы признаете, что вам больно. Вы чувствуете эту боль. Вы чувствуете печаль, которую вы вытесняли на стадии гнева, боль и печаль. Здесь вы начинаете их чувствовать. Вы от них не должны убегать. Что вы должны делать? То есть мне больно, что? Вы должны позволить себе испытывать боль и печаль. Вы должны плакать. Вы должны, если вам хочется плакать, вы должны плакать. Если вам не хочется плакать, возможно, вы все-таки вытесняете какое-то количество боли и печали. Очень важно на этой стадии не принимать никаких решений о разрыве отношений. Это можно, например, это можно делать после того, как вы пройдете этап горевания. Там важно, потому что в стадии, когда нам очень-очень больно, мы можем сделать что-то, о чем потом пожалеем, например. Это уже не время конфронтировать. Конфронтировать надо было на стадии, надо на стадии гнева конфронтировать. Здесь вы полностью сосредотачиваетесь на том, что вам очень-очень грустно и очень-очень больно. Вы плачете. Очень важно научиться убаюкивать себя. Убаюкивать, укачивать, успокаивать. Как маленького ребенка брать себя на ручки, кутать, залезать под одеялко, укачивать. Для того, чтобы вы могли выплакаться, вы могли прочувствовать эту боль, не останавливая ее. Очень важно говорить. Говорить о своей боли. И на этом этапе вам нужен какой-то слушатель, который просто будет рядом, который не будет вас успокаивать, который не будет останавливать эту боль, который не будет говорить «все будет хорошо», который будет просто слушать, слушать, слушать и слушать. То есть такой очень принимающий слушатель, который просто позволит вам плакать рядом с ним и чувствовать боль рядом с ним. И еще очень хорошая вещь для стадии депрессии, в конце этой стадии депрессии можно устроить похороны. То есть похороны своей мечты, похороны своего идеального представления о мире, похороны своего детства, не сбывшегося, похороны вот этой любви, мечты о любви, которую вы не получили и никогда уже не получите. Это такой своеобразный ритуал, когда вы садитесь, вы мысленно прощаетесь, вы говорите: «Мое бедное детство», например, «как же я хотела, чтобы ты было счастливым, как же мне больно от того, что ты была таким несчастным, но я свою мечту о счастливом детстве я хороню сейчас, я прощаюсь с ней, я отпускаю ее». И вы это все проговариваете, пока вам не станет легче. Это очень важно. Это можно в идеале это говорить вслух, сесть в каком-то красивом месте, в каком-то красивом парке с видом на реку, чтобы это было красиво. Можете сделать это с кем-то, можете порвать фотографии, сжечь их и пустить их, бросить их в воду или пустить по ветру. Что-то такое. Вот какой-то такой вот, чтобы был какой-то процесс, после которым вы официально завершаете стадию депрессии.
Следующая стадия – это принятие. Как я сказала, принятие не значит, что вам стало хорошо. Принятие означает, что вы приняли правду и оплакали ее. Вы оплакали. Вот знаете, есть такой вот этот вот оплакать то, что оплакать потерю. Вы оплакали свою потерю, вы выплакали эти слезы, вы прожили эту боль, вы пропечалились эту печаль. И дальше очень важная история, когда вы думаете о том, ради чего вы теперь будете жить. У меня есть клиентка, которая очень хорошую фразу сказала. Она сказала: куда я буду жить? Вот вы думаете о том, куда вы будете жить. Это стадия, на которой появляются новые смыслы. То есть мы как бы закрываем одну книгу, и мы готовы открыть другую. И мы должны понять, что это будет за книга. То есть думаем, прямо думаем, куда мы будем жить, ради чего. Ну все, вот я понимаю, что мое детство — это полный трэш. Я понимаю, что я никогда, у меня не будет счастливого детства. Я понимаю, что мои родители меня не любят, не любили. И, скорее всего, никогда, ну, скорее всего, конечно, если в детстве не любили, то уже во взрослом возрасте, ясное дело, не полюбят. Я понимаю, что я потерял этого человека, или это важное что-то для меня навсегда. И что теперь я буду делать? Как теперь я буду жить? Это, как я сказала, время поиска новых смыслов. Очень важно дать любовь и благодарность ушедшему, либо выжившему. А скорее, просто, я говорю ушедшему, поясню. Например, над вами совершили насилие. Не любовь и благодарность насильнику, а любовь и благодарность мне непоруганной, мне наивной, мне счастливой, мне маленькой и выжившему мне. Если мы потеряли человека, то любовь и благодарность ему. Или если мы потеряли дело, то любовь и благодарность этому делу. И мне, прошедшей через это. То есть буквально я благодарна себе. Я люблю себя, я рада, что я такая молодец, я очень горжусь собой, что я справилась, я смогла через это пройти, я выжила, я выдержала, да, я поломалась по дороге, но я выжила. Это говорит о моей силе, это говорит о том, что я могу. На этой же стадии мы говорим о том, чему научила нас травма. Не какими поломанными она нас сделала, а чему она нас научила. Она, например, научила нас быть стойкими, она научила нас выдерживать и выживать, она научила нас справляться, она сделала нас, возможно, умнее, глубже, она научила нас лучше понимать других людей, проходящих через боль. За это мы не благодарим травму, мы благодарим себя, мы понимаем, почему это произошло. Это очень важно. Вот это вот признание уроков, которые мы вынесли. Не негативных уроков, это стадия принятия. Все негативное должно остаться в стадии депрессии. Если появляется много негативного, значит, вы не вышли из стадии депрессии. Не торопитесь, возвращайтесь назад, продолжайте горевать. Вот. То есть моя травма сделала меня тем, кто я есть, сделала меня сильной, сделала меня глубокой, сделала меня сложной, позволила мне лучше понимать тяжелые переживания, трудности, через которые проходят другие люди. Вот. То есть мы даем любовь и благодарность ушедшему или выжившему, или и тому, и другому. На этом этапе можно создать ритуал. Какой-то ритуал поминовения, как бы, да, это когда, если у вас ушел близкий человек, значит, именно на этом этапе мы ходим на любом этапе можем ходить на кладбище. Мы идем на кладбище уже со светлыми чувствами, мы уже готовы говорить о любви. Если мы говорим о каком-то горе, о том, что над нами было совершено насилие, мы можем иметь какой-то ритуал, создать какой-то ритуал празднования, выживания, какой-то ритуал, который какое-то, знаете, такое светлого поминовения, не поминовения, здесь поминовение не подходит, такого светлого празднования того, что я, справилась, я выжила. Знаете, у людей, переживших рак,
По крайней мере, в западной культуре есть такое, вот эта вот идея празднования, они называют себя выжившими, и вот эта идея празднования того, что я выжила, я год в ремиссии, я 5 в ремиссии, я 10 в ремиссии, я выжила, я выживший. И это можно отмечать, там, не знаю, ежегодно, раз в пятилетку, просто время от времени об этом думать, как хотите. И, конечно, на этом этапе тоже очень важно разговаривать, очень важно говорить об этом. На всех этапах, как я сказала, важно говорить. И на этом этапе важно говорить с человеком, который поймет вас, который разделит с вами ваши чувства, который поможет вам думать о смыслах, о новых этапах, о новых шагах, который поможет вам думать, куда вы будете жить, с которым можно это обсуждать, и он отнесется к этому серьезно. А дальше следует стадия нового начинания. И вот на этой стадии мы начинаем реализовывать то, к чему мы пришли, что мы придумали на стадии принятия. Мы начинаем эту новую жизнь, то есть мы наконец-то открываем эту новую книгу, которую придумали для себя, и начинаем жить новый кусок жизни. Очень важно, чтобы не было разрыва между тем, что произошло до травмы, тем, что произошло до горевания, и тем, что происходит теперь. Очень важно видеть всю линию. Вот на стадии нового начала очень важно видеть всю линию. Вот я маленький, вот я до травмы, вот со мной происходит травма, вот я ее переживаю, вот я ее как-то живу, несмотря на нее, вот я горюю, вот я вышла, вот мой новый этап в жизни. Чтобы это была, строго говоря, не новая жизнь, а новый этап моей длинной, сложной, глубокой и разнообразной жизни. Вот эта стадия нового начинания, когда мы начинаем реализовывать свои планы, свои новые смыслы, свои новые начинания, находим себе, если нужно, если мы потеряли работу, находим себе новую работу, если мы потеряли любовь, находим себе новую любовь, или хотя бы начинаем двигаться в этом направлении. Если мы утешились после того, как над нами было совершено зло, то уже без багажа этого мы можем опять же вступать в новые отношения и жить эту жизнь без эмоционального багажа. Вот, собственно, моя инструкция по гореванию. Очень надеюсь, что она была вам полезна. Если что-то непонятно, если есть какие-то замечания, какие-то советы от себя, пожалуйста, пишите в комментариях. Это всегда очень ценно и для меня, это наталкивает меня на мысли. И, надеюсь, кому-то другому. Ну и все, подписывайтесь на мои социальные сети, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка на сети и на телеграм-канал будет в описании к этому видео. И ставьте лайки, так вы поможете другим людям с расстройством пищевого поведения находить мои видео. Ну и все, ищите меня в социальных сетях, если я вам нужна. Пока!